Многие женщины сталкиваются с предменструальными симптомами, но для некоторых их проявления невыносимы. Давайте выясним, почему и что можно сделать. Истории о медицинских проблемах часто начинаются с яркой цитаты от человека, испытывающего это состояние. Однако, заглянув на онлайн-форум людей, у которых диагностировано предменструальное дисфорическое расстройство, стало известно, что одного комментария было недостаточно. За неделю до начала менструации, как по часам, я хочу развестись, не хочу быть мамой, ненавижу свою работу и злюсь, написала одна участница. Кто может понять это ужасное чувство проснуться на следующий день после эпизода и испытывать стыд за сказанное или сделанное, сказала другая. Я убедила себя, что не являюсь настоящим членом своей семьи и что с меня хватит. Я поехала к продавцу оружия, абсолютно уверенная и облегченная тем, что готова умереть. «Это не я», — сказала третья. «Предменструальное расстройство разрушает мою жизнь», — была распространенная фраза. Предменструальное дисфорическое расстройство иногда называют тяжелым ПМС. Как эти высказывания показывают, насколько неточна эта формулировка. Это хроническое гормональное состояние, вызывающее межличностные конфликты, депрессию, вялость, тревожность, мысли о самоповреждении и самоубийстве. Тем не менее, оно было настолько маргинализировано, что официально признано Всемирной организацией здравоохранения только в 2019 году. Однако в последнее время интерес к нему резко возрос, чему способствовали медийные личности, публично рассказывающие о своей борьбе с предменструальным расстройством. Тем временем всплеск исследований также выводит это состояние из тени. Более того, новые идеи обещают не только лучшие методы лечения, но и становятся частью новой картины, раскрывающей, что половые гормоны оказывают гораздо большее влияние, чем кто-либо предполагал. По крайней мере, со времен Платона и Гиппократа женские эмоции связывали с менструальным циклом. Истерия происходит от греческого слова «матка», и древние греки верили, что матка перемещается по телу, вызывая всевозможные недуги. Секс и беременность считались рекомендуемыми методами лечения. Перенесемся в викторианскую эпоху, и блуждающая матка становится одной из причин супружеского неповиновения. К счастью, сегодня мы живем в более просвещенные времена. Тем не менее, менструация, даже в самых прогрессивных странах, все еще остается чем-то вроде табу. Эта проблема, учитывая, что до 90% женщин, у которых есть менструации, испытывают хотя бы один симптом предменструального синдрома – ПМС. Для примерно 31 миллиона человек, около 1,5% женщин и девушек во всем мире, с диагностированным предменструальным расстройством это табу имеет катастрофические последствия. Исследование, проведенное в ноябре прошлого года с участием 3600 женщин с этим состоянием, показало, что чуть менее половины намеренно причиняли себе вред во время кризиса. 82% испытывали суицидальные мысли, а 26% пытались покончить с собой. Я вижу, как многие инфлюенсеры в социальных сетях говорят о лунных циклах и их влиянии на ПМС, что не имеет научных доказательств. Еще один медийный миф — использование антигистаминов как лечение этого расстройства, что также не подтверждено медицинскими данными. Это потрясающе, сколько разговоров ведется об этом в социальных сетях, но лично меня беспокоит дезинформация, когда люди думают, что у них предменструальное расстройство, хотя это не так, и получают неподходящее лечение. С положительной стороны, растущая осведомленность побуждает людей проявлять больший интерес к участию в исследованиях. Но одной из начальных проблем в понимании ПМС является определение того, кто именно страдает от этого состояния. Оно определяется симптомами, включая головную боль, спазмы и выраженную тревожность и депрессию за неделю или около того до начала менструации. Оно может начаться в любой момент, начиная с самой первой менструации, и иногда провоцируется значимым репродуктивным событием, таким как прекращение грудного вскармливания. Обычно оно заканчивается с наступлением менопаузы, но в период перименопаузы симптомы могут усиливаться,
Лучший способ диагностировать предменструальное дисфорическое расстройство — вести ежедневный дневник как минимум 2 цикла. Часто люди думают, что у них ПМС, но как только они ведут дневник в течение нескольких месяцев, они понимают, что их симптомы более устойчивы или возникают в другое время месяца, что может указывать на такие состояния, как биполярное расстройство или депрессия. Некоторые ранее существовавшие состояния, отличные от ПМС, также могут ухудшаться непосредственно перед менструацией, что называется предменструальным обострением. Без ведения дневника трудно определить, кто действительно страдает от этого состояния, и многие предыдущие исследования не гарантировали, что все участники действительно имели диагноз. Тем не менее, когда речь идет о понимании причин такого расстройства, ситуация становится немного яснее. 2 гормона определенно вовлечены — прогестерон и эстроген, которые естественным образом колеблются в течение менструального цикла. Эстроген влияет на различные функции мозга, включая обучение, память и настроение. Прогестерон также играет значительную роль в регуляции настроения и связан со стрессом, поскольку может превращаться в гормон стресса — кортизол. И эстроген, и прогестерон известны тем, что способствуют предрасположенности к психическим расстройствам, таким как депрессия. Новаторская работа конца 1990-х годов показала, что если полностью подавить эти гормоны, вызвав искусственную менопаузу, это может также уменьшить симптомы предменструального расстройства. Это открытие указывает на то, что у людей с этим состоянием наблюдается избыток или хаотичное колебание прогестерона и эстрогена. Однако последующие исследования показали, что уровни гормонов у людей с ПМС, как правило, не отличаются от тех, кто не страдает этим состоянием. Это указывает на то, что дело не в гормональном дисбалансе, а в аномальной реакции на нормальные гормональные изменения. Тем временем другие исследователи сосредоточили внимание на аллопрегнанолоне, продукте распада прогестерона. Он играет ключевую роль в помощи людям справляться со стрессом и тревожностью, поскольку он модулирует рецепторы нейромедиатора в мозге. Когда эти рецепторы активны, они помогают контролировать наше настроение и отключать систему «бей или беги» после периода стресса. Возможно, при ПМС мозг становится нечувствительным к рецепторам, что приводит к неспособности снизить уровень стресса и тревожности. Существует предположение, что то, как рецепторы у этих людей реагируют на гормоны, может быть причиной их симптомов, но это пока не доказано окончательно. Также, по-видимому, существует связь между серотонином и предменструальным расстройством. Серотонин — ключевой нейромедиатор, передающий сигналы между клетками мозга и участвующий в регуляции настроения. При нормальном уровне он помогает нам чувствовать себя счастливыми, эмоционально стабильными и сосредоточенными, в то время как низкий уровень обычно ассоциируется с симптомами депрессии и тревожности, хотя некоторые это оспаривают. Исследования мозга с помощью визуализации у людей с ПМС и без него показывают, что у страдающих этим состоянием наблюдается увеличение количества транспортеров серотонина в мозге непосредственно перед менструацией. Эти транспортеры поглощают серотонин в нервные клетки, что означает, его становится меньше в межклеточном пространстве мозга. Это может помочь объяснить некоторые негативные эмоции, связанные с предменструальным расстройством, с учетом растущего понимания причин, а также нового осознания его серьезности, можно было бы подумать, что поиск методов лечения станет приоритетом исследований. Увы, это не так. Даже несмотря на возрастающий интерес, это состояние все еще недостаточно изучено и игнорируется. Это отражается в скудности доступных методов лечения, которые в основном включают когнитивно-поведенческую терапию. Чтобы помочь людям восстановить контроль над мыслями и настроением, гормональные противозачаточные таблетки, которые поддерживают более стабильный уровень эстрогена и прогестерона в течение месяца, и антидепрессанты, в частности, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые предотвращают слишком быстрое поглощение серотонина нервными окончаниями и могут также способствовать увеличению доступности рецепторов.
Не только количество методов лечения невелико, но и те, что доступны, не помогают всем. Это не просто проблема, это загадка. В 2020 году исследователи обнаружили первые доказательства того, что существует как минимум 3 подтипа этого состояния. У людей с одной формой наблюдаются умеренные симптомы только в течение недели перед менструацией, у второй группы — тяжелые симптомы в течение всех 2 недель лютеиновой фазы, а у третьей — тяжелые симптомы в предменструальную неделю, которые медленно проходят в последующие недели. Если предменструальное дисфорическое расстройство действительно существует в различных формах, это дает новую надежду на лечение. Что будущие исследования, изучающие различные временные подтипы ПМС, включая тяжесть и временные рамки симптомов, были бы полезны. Но медики отмечают, что планирование любого исследования, связанного с анализом влияния менструального цикла, является сложным и дорогостоящим. Исторически, как в ранних исследованиях на животных, так и в клинических испытаниях на людях, женщины исключались из биомедицинских исследований именно потому, что их менструальные циклы могли повлиять на результаты. Гормоны — это не шум в данных, они и есть данные. Исследования этих различий должны стать нормой, если мы хотим достичь равенства и, что еще важнее, улучшить здоровье и благополучие женщин и мужчин. Тот факт, что перемены необходимы, становится все более очевидным. Еще в 1970-х годах первый обзор влияния менструального цикла на когнитивные способности и восприятие не выявил убедительных доказательств различий, связанных с циклом. Но в обзоре также отмечалось, что множество работ по этой теме имели методологические проблемы, такие как отсутствие гормональных измерений и неверное определение фаз менструального цикла. В более поздние времена появляются все более убедительные доказательства того, что гормоны влияют на здоровье и благополучие женщин во многих аспектах. Например, в 2011 году несколько исследований показали, что у людей эмоциональные воспоминания становятся более яркими в лютеиновой фазе, что имеет значение для лечения травм. За последнее десятилетие стало известно, что мозг женщины претерпевает значительные изменения во время беременности, что может влиять на поведение и риск таких состояний, как послеродовая тревожность и депрессия. А в прошлом году исследователи обнаружили, что фаза менструального цикла может влиять на эффективность химиотерапии при раке груди. Эти ученые, как и многие другие, призывают к более активным исследованиям лекарств, ориентированных на женщин. Это необходимо как можно скорее для миллионов людей, чьи гормоны создают им столько трудностей в годы менструаций, не говоря уже о бесчисленных членах семьи и друзьях, которые также страдают. На данный момент у нас так мало методов лечения, что некоторые люди с предменструальным дисфорическим расстройством решаются на хирургическое удаление яичников и матки. И это вызывает обеспокоенность. Удалять яичники, когда мы точно не знаем, что вызывает это состояние, кажется преждевременным. Нам нужно сделать шаг назад и действительно понять, что его вызывает и что может помочь. К сожалению, для многих людей операция может казаться единственным выходом. Они стоят в очередях на удаление яичников, надеясь, что снова смогут жить нормальной жизнью,